Привет, это Тостер. Здесь много интересного о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. В этом видео говорим о посудомоечных машинах Bosch. Посмотрим, что мы как пользователи получаем в моделях разных серий, по разным ценам. Начнем с более доступной посудомойки, потом посмотрим, что добавлено в модели подороже и в модели еще подороже. То есть выясним, что мы получаем, какие дополнительные опции, заплатив больше. И вот еще что. Посудомойки из этого видео, они взяты, для примера. Мы изучаем технологии, программы, функции, удобства использования. Все три модели, которые вы увидите, узкие, и это встройка. Наиболее такой популярный формат в России. В целом же, те технологии, которые в них реализованы, они актуальны и для других форматов, как для полноразмерной встройки, так и для отдельно стоящих посудомоек Bosch. В контексте нынешней ситуации, когда могут быть частичные перебои с появлением бытовой техники импортного производства на российском рынке, это важный момент. Да, мы много рассказываем о бытовой технике. Это наша работа. Но вот вы посмотрели обзор или тест и решили что-то купить. Где это сделать? Я покупаю и советую вам это делать на AliExpress. Реально. Причем все можно сделать просто со смартфона или планшета через мобильное приложение AliExpress. Скачиваете его в Play Market или Web Store, и дальше тоже легко. Прямо в приложении есть онлайн-магазины мировых брендов LG, Bosch, Whirlpool, DeLonghi, Polaris, Redmond, Starwind и других. А еще тут же можно выбрать технику из Технопарка, Холодильник.ру и других крупных сетевых магазинов. Выбор реально большой. Малая и крупная бытовая техника, что называется, в ассортименте. Не нужно долго серфить по сети, все в одном месте, и при этом заказывается и оформляется максимально быстро. Например, нужен вам холодильник. Заходите в карточку товара. Здесь, кстати, можно посмотреть основные характеристики техники и почитать отзывы о ней, что бывает полезно. И дальше, просто кладете товар в корзину и выбираете что-нибудь еще. Или сразу жмете «Купить» и быстро оформляете заказ. Доставка, она, разумеется, есть. В ближайшую возможную дату вам все привозят. Если по Москве, в среднем за 2 дня. А если подальше, около недели. И все у вас. На мой взгляд, главное достоинство покупок на AliExpress – это реально огромный выбор. Это уже общепризнанный факт. Отличные предложения по ценам, скидки часто, простое и быстрое оформление и доставка. И знаете что? Пожалуй, я скажу это. Бытовая техника на AliExpress Тостер рекомендует. А теперь начнем. Знакомимся с узкой серии 2. И начинать будем с вместимости до 9 комплектов посуды. В целом, по рынку, скажем так, обычный показатель для узких моделей – это довольно много. Но это актуально для любой посудомойки. Нужно понимать, что в этот пресловутый комплект не входят кастрюли, сковороды и всякие там половники, и прочая кухонная утварь. Вообще, узкая посудомойка – это отличный вариант для семьи из 2-3, самый максимум 4 человек. Если семья больше или если любите и много готовите, берите все-таки полноразмерную модель, если место на кухне позволяет. Смотрим, что с корзинами для посуды. Тут их 2, третьей нет. Для столовых приборов используется классическая эта мобильная, как я называю, корзинка. В принципе, ее можно и снизу, и сверху размещать. Рекомендуется снизу, но вообще по ситуации. Верхняя корзина, она с регулировкой по высоте установки. Это чтобы удобнее было внизу мыть что-то покрупнее, габаритные тарелки большого диаметра, крышки от кастрюли и сковородок, это все. Не нужно, вернули обратно, больше места для посуды наверху. Плюс важно еще, чтобы в корзинах были складные элементы, держатели, полочки. Это такая большая вариативность внутреннего пространства. Удобнее размещать разную посуду. Dальше важное для обычного юзера, скажем так, это программы мытья. Давайте на чистоту. Большинству пользователей же глобально все равно, что там и как работает внутри посудомойки. Главное нажать на кнопку и получить в итоге результат – чистую и сухую посуду. И вот я как раз про эти самые кнопки далее. Немного программ тут, на то это и модель серии 2, это по большей части
все же машины с базовой функциональностью, однако в целом есть все необходимое. Смотрите, предварительное ополаскивание — это если вы загружаете машину весь день, например, постепенно накапливается посуда, можно включить вот это ополаскивание, чтобы смыть с того, что загружено, там остатки загрязнений, чтобы потом в итоге воспользоваться менее интенсивной и ресурсозатратной программой мытья. Не все просто знают, зачем вот это предварительное ополаскивание, реально меня об этом спрашивают. Дальше. Отлично, что тут есть пара ускоренных циклов для разной посуды. Обычной со средними такими повседневными загрязнениями за час мытье в воде до 65 градусов. Здесь финальное ополаскивание, кстати, вообще при 70 градусах. И цикл для посуды более хрупкой, для таких более легких, скажем так, загрязнений, вода 45 градусов. Плюс есть цикл 65-градусный для обычной сильно загрязненной посуды. И еще эко-цикл. Я, кстати, дома пользуюсь им часто, особенно если днем мою посуду, когда электричество дороже. Он длится дольше, потому что дольше замачивание предварительно и сушка, но вода нагревается только до 50 градусов, непосредственно при мытье. Машина при этом вполне справляется с разными загрязнениями, а электроэнергии тратится меньше. Кстати, несмотря на то, что программ мытья тут не так уж много, зато доступны такие приятные, достаточно полезные дополнительные опции. Speed Perfect — это, например, ускорение мытья. Немцы говорят, что зависит от выбранной программы, конечно, но вообще от 15 до 75% может быть экономия времени мытья. При этом, правда, больше расход воды и электричества. Можно увеличить интенсивность мытья в нижней корзине. Если у вас посуда разная степень загрязнения, просто вниз кладите то, что погрязнее, а в верхнюю корзину посуду с более легкими загрязнениями. Внизу давление воды будет выше, чтобы все точно отмылось. Можно, как в стиральной машине, добавить ополаскивание между непосредственно мытьем и финальным ополаскиванием при высокой температуре перед сушкой. Такая дополнительная гигиена, гарантия, что ли, полного удаления моющего средства для тех, кто заморачивается этим. О моющем средстве, кстати, сейчас же многие давно уже пользуются таблетками. Так вот, тут есть технология, которая обеспечивает полное растворение этой таблетки и, как результат, всегда адекватное качество мытья посуды. Таблетка из кюветы, она в нужный момент выбрасывается не куда-то там, а в определенное место, вот сюда. И она точно полностью растворяется. Она нигде не застревает, куда не нужно не попадает. То есть результат должен быть всегда окей. Еще интересная технология — двойное верхнее коромысло. Здесь понятная логика. Это сделано, чтобы вода распределялась лучше по рабочей камере, чтобы во все уголки попадала, чтобы все блюдца наши с вами, пиалы, чашки хорошо были отмыты. И плюс такой подход, когда так распределяется максимально широко вода, позволяет несколько снизить расход самой этой воды. Кстати, если вы не знали, современные посудомойки тратят очень мало воды на цикл мытья, 9-12 литров в зависимости от модели, производителя, выбранной программы. Если вы такое же количество посуды будете мыть вручную, то расход будет сильно больше. Это проверено уже не одним тестом. Я сам как-то для одного бренда делал поясняющее видео на этот счет, и мы там делали такой реальный тест. Все именно так и есть, посудомойка гораздо экономичнее. Дальше, что касается экономии, в частности электроэнергии, на нее тут работает бесщеточный мотор EcoSilence Drive с магнитами постоянного тока. Он еще и тихий, плюс у него увеличенный рабочий ресурс, рассчитан на работу не менее 10 лет, так информирует производитель. Если уж вспомнили про долговечность, то нельзя не сказать, что ребята из Bosch дают 10 лет гарантии от сквозной коррозии внутренней камеры на своей посудомойке. Честно говоря, внутренняя камера, она из нержавейки. Тут такое требует, наверное, разъяснений, и надеемся, что ребята из Bosch придут в комментарии. Впрочем, думаю, у нас есть и подкованные зрители не из Bosch. Welcome! И, наверное, последний такой важный момент об этой посудомойке — удаленное управление. Да, несмотря на то, что это базовая функциональность, это вторая серия,
С Home Connect, с мобильным приложением, машина работает. И это позволяет не только удаленно запускать мытье и отслеживать процесс, знать, когда он закончился, например. А через Home Connect доступен еще режим максимально тихой работы в течение получаса. Ну, например, у вас квартира-студия такая небольшая, вы включили посудомойку, а сами из дома работаете, и нужно сосредоточиться, и немного мешает вот этот процесс мытья, но его все же бывает слышно. Так вот, активируйте этот режим, и у вас на 30 минут машина, что называется, снижает обороты, снижает интенсивность мытья, так, чтобы шум от работы был минимальным. Такая активная пауза, не совсем стоп, просто пониженная интенсивность. Это все можно отменить в любой момент или через полчаса все автоматически вернется к обычной работе. По-моему, удобно. Плюс еще Home Connect — это рекомендации по мытью посуды. Приложение подскажет программу нужную, опцию, ориентируясь на объем, тип и степень загрязнения посуды. А еще приложение помогает контролировать наличие моющих таблеток. Когда остаются последние 5, вам напомнят, что пора докупить. И с ополаскивателем для посуды также. Через 30 циклов приложение напомнит, что его нужно в посудомойку долить. Ну и отдельно отмечу, что эта модель, не только она, еще адаптирована для голосового управления. Хотите через Алису или через, прости господи, Марусю. Причем, что круто, это не просто включение и выключение голосовой команды. Можно и запускать программы мытья голосом. И вообще создать сценарий, когда, например, при фразе «спокойной ночи» у вас жалюзи закрываются, включается релакс-музыка, а посудомойка на кухне начинает мыть посуду. Вариантов таких сценариев много может быть. Расскажите, кстати, в комментариях. Я уверен, что кто-то уже пользуется вот таким голосовым управлением, бытовой техникой. Ну и как вам? Какие, что называется, подводные камни? А пока мы перейдем к модели подороже. Знакомьтесь, это встраиваемая узкая посудомойка Bosch 4 серии. Она подороже первой. Цены я не озвучиваю. В наше непростое время лучше проходите по ссылкам. Все в подписи к видео. И смотрите, сколько та или иная модель стоит в конкретный момент времени. И еще раз напомню, на примере этих моделей я в целом рассказываю о главных и интересных технологиях, которые есть в посудомоечных машинах Bosch. Чтобы вы знали о них. Модели могут отличаться чем-то, но основные технологии в них все равно те, о которых речь идет в этом видео. Что касается этой модели и вообще дальнейшего моего рассказа, чтобы сэкономить время, я расскажу именно об отличиях от предыдущей, о том, что есть в ней, но не было в модели 2 серии. И главное, наверное, на чем сделаю акцент, это теплообменник. Он позволяет посудомойке быть более экономичной, плюс дает возможность аккуратно мыть хрупкую стеклянную посуду без ненужных опасных для нее перепадов температуры, и еще обеспечивает эффективную сушку даже без вот этого приоткрывания дверцы в конце. Смотрите, теплообменник находится в одной из стенок рабочей камеры, и в начале мытья наполняется холодной водой. Во время мытья эта вода в теплообменнике нагревается за счет тепла из рабочей камеры, и дальше эта теплая вода используется в процессе финального ополаскивания. Нет резкого воздействия на то же стекло слишком горячей воды. Дальше теплообменник опять наполняется холодной водой, и уже во время сушки конденсат, влага с теплой посуды аккумулируется на стенке теплообменника в рабочей камере и уходит в канализацию. Посуда в итоге чистая, сухая, при этом процесс он максимально экономичный. Это реально очень эффективное решение, за которое ребят из Bosch, пожалуй, стоит похвалить. Дальше здесь в этой модели появляется автопрограмма. И это круто. Просто активируйте ее, и машина дальше сама составляет оптимальный алгоритм мытья, определяет степень загрязнения посуды по первым смывам, а также загрузку и в итоге интенсивность и время мытья, расход воды и температуру. Как правило, автопрограмма становится наиболее используемой.
Не так ли, владельцы посудомоек? Welcome в комментарии. Кстати, еще один полезный момент, опция, это сохранение наиболее часто используемого цикла мытья в памяти машины. Ну вот вы часто какой-то программой пользуетесь вместе с какими-то доп. Опциями, да? Тогда просто сохраняете весь этот алгоритм в памяти машины и далее быстро запускаете с панели управления или через Home Connect. Конечно, нельзя не сказать и про третью корзину. Здесь она уже есть. Это удобно, можно аккуратно разложить столовые приборы и не только. Разную там утварь, ножи, лопатки, иногда даже чашечки для эспрессо помещаются. И это освобождает место дополнительное в нижней корзине, где обычно рекомендуется устанавливать вот эту вот корзинку классическую для столовых приборов. И это важно, потому что часто из-за нее не хватает внизу для чего-нибудь места. Но с другой стороны, конечно, немного съедается сверху вот пространство. То есть какие-то высокие бокалы, может быть, проблематично помыть вот в этой средней корзине или что-то подобное. Но в этом случае, можно попробовать просто снять совсем, да, эту корзину. Не всегда это удобно, но тут уж такой момент с выбором. Потом просто обратно поставить, когда помоете бокалы. Но, кстати, что до средней корзины, той, которая вот под верхней третьей, тут же улучшенная регулировка по высоте у нее. Не 2, как обычно, а 3 положения с шагом 5 сантиметров. И вот это может помочь, может и не придется верхнюю снимать. Лучше вариативность внутреннего пространства для размещения разной посуды. Еще отмечу тут прокачанную систему распределения воды в рабочей камере вот во время мытья. Распределение это как бы пятиуровневая. Вода циркулирует вверх и вниз из нижнего разбрызгивателя, вверх и вниз из верхних. Их тут тоже 2, мы об этом говорили ранее, когда я рассказывал о модели второй серии. И плюс отдельный душ еще есть сверху, да? Он работает на третью корзину и вообще тоже на всю камеру. Зачем это все? Чтобы вода проникала везде, во все уголки камеры, и все в итоге хорошо отмывалось. Плюс это экономичный ее расход. Из доп. Опций я бы отметил Hygiene Plus. Это гигиена по максимуму, что называется. Финальное ополаскивание водой температурой 70 градусов гарантирует уничтожение большей части бактерий. Это подтверждено, кстати, специальным исследованием немецкого Рейнвальдского университета прикладных наук, которое было проведено недавно, в 2020 году, и специально посвящено именно гигиенической эффективности современных посудомоечных машин. В остальном, за исключением этих таких явных отличий, модели 2 и 4 серии схожи. Многие базовые технологии, конечно, они есть и там, и там. Но 4, как правило, уже все-таки более продвинутая. И, в общем, мне кажется, логика в том, чтобы заплатить за модель 4 серии несколько больше, есть. Реально, мы получаем больше. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Дальше 6 серия. Еще немного доплачиваем. Повторюсь, цены не озвучиваю, потому что, ныне с ними странно и сложно у всех брендов. Ссылки на модели есть в подписи к видео. И напомню, что модели, о которых мы говорим, они взяты для примера, чтобы рассказать о технологиях и решениях, которые реализованы в целом во многих посудомойках Bosch. Просто в зависимости от модели, их сочетание, технологии, решения может быть разным. Кстати, отличия 6 серии от 4 уже не столь явные, но они есть. Здесь подсветка, это уже не про качество мытья, в этом контексте тут есть все, о чем мы говорили ранее, когда я рассказывал о предыдущих моделях, включая теплообменник. А это уже про удобство использования, да, дополнительный такой комфорт. Без подсветки рабочей камеры можно прожить вполне, конечно. Но с ней же лучше, удобнее и приятнее. Есть и 3 корзина для столовых приборов, кухонной утвари и мелкой посуды. Из того, что связано непосредственно с качеством мытья, появляется тут дополнительный режим сушки Extra Dry, чтобы сушить полностью и качественно любую посуду, даже, надеюсь, какие-нибудь пластиковые контейнеры. Это все достигается более высокими температурами во время финального ополаскивания. Если у вас стекло и хрупкая посуда, то лучше не включать, наверное, эту опцию. И плюс это более продолжительное время сушки. Но и результат сушки
супер вот для самой разной посуды. А если говорить о программах мытья, то автоцикл, конечно, присутствует, и добавился тихий ночной, я его называю цикл, когда машина снижает интенсивность подачи воды и моет максимально тихо, но за счет правильного распределения струи, помните 5 уровней, как в модели 4 серии, качество мытья посуды вот с обычными такими повседневными загрязнениями не страдает, не падает. А то, что моет тихо, особенно актуально для маленьких квартир, там апартаментов, студий. Ночью включаешь, когда недорогое электричество, но процесс не мешает отдыхать. И обратите внимание, если сравнивать с моделями 2 и 4 серии, здесь уже не кнопки, здесь панель управления полностью сенсорная, гладкая, это и более современное такое решение, ну и плюс просто ее удобнее, легче, проще содержать в чистоте. Ну и конечно, поскольку здесь доступна работа с мобильным приложением Home Connect, есть и вариант такой 30-минутной активной паузы, так называемой. Мы говорили об этом еще в части о модели 2 серии. Ну и вообще, возможности Home Connect для 6 серии, конечно, точно не хуже, чем для 2. По сути, разницы в этом плане нет. Голосовое управление через Алису или Марусю тоже доступно. Да, кстати, совсем забыл. 4 и 6, но вот именно у этих моделей у них вместимость больше, чем у модели 2 серии. 10, а не 9 комплектов посуды они могут за раз помыть. И лучше с энергопотреблением. Класс А у модели 2 серии Б, даже несмотря на такой современный мотор. Но полагаю, что класс А это во многом благодаря теплообменнику, еще который есть в двух последних моделях 4 и 6 серии. И еще в моделях 4 и 6 серии есть защита от протечек Aquastop. В целом, повторюсь, разница между конкретно этими моделями 4 и 6 серии не глобальная, хотя какие-то дополнительные плюшки у 6 мы, конечно, видим. Например, здесь прокачанная вот эта технология луч на полу, не просто луч разноцветный, который обозначает там разные этапы мытья, в том числе его окончания. Здесь на пол проецируется непосредственно время до окончания мытья. То есть вы можете так бросить взгляд, проходя мимо посудомоечной машины, на пол и увидеть, сколько времени до окончания мытья, если там в смартфон лень залазить, посмотреть через Home Connect. Вот интересно, доплатили бы вы за 6 серию? Пишите в комментариях, по сравнению с 4. И вообще рассказывайте о своем опыте с посудомойками Bosch, это очень интересно. В финале мое мнение. Скажу так, даже базовые посудомойки Bosch это, конечно, не самые бюджетные варианты. Есть и дешевле предложения, там те же китайские бренды сейчас активно конкурируют и даже порой больше предлагают разных опций за те же деньги. Но знаете, немцы производят бытовую технику, в том числе посудомоечные машины, уже долгие-долгие годы и применили, реализовали и реализовывают немало инноваций в этом товарном сегменте. Все же опыт, его, сами понимаете, никуда не денешь. Не все модели сейчас производятся в Германии, что-то в Польше, что-то в Турции, но технологически это продвинутые, очень интересные устройства, с которыми, ваша посуда точно будет чистой и сухой, и вам будет удобно и безопасно в контексте эксплуатации. Да еще и ресурсы, воду, электричество, эта техника, расходует экономно. В данном случае тостер рекомендует. Да, этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с теми, кому нужна посудомойка. Кстати, я не знаю ни одного человека, который бы, купив посудомойку, об этом пожалел и вернулся бы к ручному мытью. Кроме моей мамы. Но это уже совсем другая история. Пишите в комментариях, как сложилось у вас с посудомойками. Вернулись бы к ручному мытью. До новых обзоров и тестов.